Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим знаменитые булочки Cinnabon, только в форме пирога, в форме большой булки. И тесто у нас будет не дрожжевое, а творожное. Для теста нам понадобится 2 яйца, 70 грамм – это 4 столовые ложки сахара, 10 грамм пакетик ванильного сахара, щепотка соли, 2 столовые ложки растительного масла без запаха. И просто венчиком мы все как следует перемешиваем до однородности. Ничего нам взбивать не нужно, миксер не нужен. 250 грамм творога, у меня 3% творог. Просто размешиваем. Если у вас творог комочками, нужно его протереть через сито или погружным блендером. 260 грамм муки и 10 грамм разрыхлителя просеиваем в творожную смесь. И сначала ложкой размешиваем тесто, а когда это будет уже трудно делать, рукой замешиваем тесто. Долго месить не нужно, просто собрать тесто в шар. Оно получается мягким, немного липнущим к рукам, но муку не добавляйте, чтобы тесто было нежным при выпечке. Рабочую поверхность и верх теста подпыляем мукой, чтобы оно не липло к скалке, когда мы будем его раскатывать. И раскатываем тесто в пласт толщиной примерно 3 мм и размером 30 на 40 сантиметров приблизительно. Выкладываем на тесто ровным слоем 50 грамм размягченного сливочного масла. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк, это поможет продвижению видео, его увидит большее количество зрителей. А пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Также для начинки нам понадобится 70 грамм сахара и столовая ложка корицы. Я взяла коричневый сахар, я очень люблю этот сахар за его карамельный вкус. И распределяем все ровным слоем по пласту теста. По длинной стороне прямоугольника разрезаем тесто на 6 полосок. Ширина полоски примерно 6 сантиметров. Первую полоску сворачиваем в такой рулетик. И рулет устанавливаем на противень, выстеленный пекарской бумагой или в круглую форму. И остальные полоски нарезанные сворачиваем вокруг первого вот такого рулетика. И у нас получается такая гигантская булка-улитка. Идея приготовить булочки именно в такой форме пирога мне пришла после того, как я приготовила пирог-эклер, карпатка, не в форме эклеров, а в форме гигантского торта. Я подумала, что также можно сделать и булочки. Немножко расплющиваем нашу булочку и ставим заранее разогретую духовку на 180 градусов, режим вверх-вниз. Пока печется наш пирог до румяности, делаем крем. 250 грамм сливочного сыра или жирной сметаны, у меня сыр маскарпоне, размешиваем 2 столовыми ложками сахарной пудры. В моей духовке до румяности пирог пекся 30 минут, и прямо на горячий пирог выкладываем крем. Он начинает таять и пропитывать пирог, и получается очень сочно и вкусно. Даем пирогу полностью остыть, и только после этого мы его будем нарезать и пробовать. Режется он просто превосходно, он мягчайший, такой аромат корицы стоит. Посмотрим, что у нас получилось в разрезе. Посмотрите, какой красивый кусочек. Видны слои теста, видны слои начинки. Пробуем. Друзья мои, это восхитительно. Он мягчайший, он нежнейший, с ароматом корицы, со сливочным вкусом. Приготовьте. Это так просто, быстро и очень-очень вкусно.